Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео давайте посмотрим и послушаем вот такой аудиоинтерфейс от компании Audient ID14. Так, а что у меня на столе помимо звуковой карты делает такое количество внешних предусилителей? Ну, на самом деле все очень просто, друзья. Это не 2, а 10-канальная карта, и дополнительные 8 каналов мы с вами сможем подсоединить с помощью одного из таких приборов. Но обо всем по порядку. Начнем. Начать наше видео я предлагаю традиционно. Давайте разложим на столе все то, что лежит в коробке с ID14, и посмотрим на это богатство. В коробке мы с вами сможем найти аудиоинтерфейс, провод для подключения к компьютеру USB, блок питания, также набор насадочек, если они хоть кому-то нужны, и полезную документацию. Купив эту карту и зарегистрировав ее на официальном сайте, вы сможете получить кучу всяких полезных и бесплатных плагинов, а также набор программ, в числе которых Cubase LE9. Audient ID14 — это звуковая карта формата 2×4, то есть у нас есть возможность подключить 2 источника и 4 выхода, 2 пары мониторов, вторая пара за счет независимого выхода под наушники. Благодаря комбо-входам в роли источников можно без особого труда использовать сразу 2 микрофона или какой-нибудь инструмент, заведенный в линию того же входа. Оба канала имеют раздельное усиление и индикацию. Сюда же вынесена подача фантома для каждого канала. За различные управления отвечает массивный энкодер, под которым можно найти 3 кнопки, о которых чуть позже. Это выделение наушников и громкоговорителей, а также функциональная кнопка ID. Спереди DI-вход, дублирующий второй канал, здесь же выход под наушники независимый, но об этом попозже. Сзади вход питания, USB, цифровой вход, мониторный стереовыход и пара входных разъемов, о которых уже было ранее. Примечательных сторон очень много, и я думаю, стоит все-таки начать с начинки сегодняшней звуковой карты. Микрофоны и преампы перекочевали нам сюда напрямую со студийных консолей Audient. Входы инструментальные, выстроены на полевых транзисторах. Преобразователи здесь тоже стоят не какие-то, а известные любому аудиоманьяку Burr Brown. Самое интересное нас, конечно же, ожидает впереди, во время разбора контрольной панели, но я немножечко забегаю вперед. Сейчас давайте вернемся назад к внешнему виду и рассмотрим функциональные кнопки, которые вынесены на корпус. Давайте начнем с кнопок по бокам. Отвечают они за выбор выхода, который нам необходимо регулировать по громкости. Нужно сделать наушники тише, выбираем нужную кнопку и выставляем энкодером подходящий уровень. Нужно сделать потише мониторы, выполняем все то же самое, но уже со второй кнопкой. Средней же является функциональная и, внимание, программируемая кнопка ID, которая выполняет сразу несколько функций. Для начала ее можно использовать в качестве назначаемой функциональной кнопки. Делается это через контрольную панель. Также кнопка ID активирует функцию Scroll Lock, которая поможет комфортнее изменять параметры в тех же плагинах и, конечно же, в контрольной панели ID14. Для этого зажимаем кнопку ID и вращаем энкодером при выделенной характеристике на компьютере. На столе у нас снова появился преамп, а это значит время вспомнить об оптическом входе, о котором давайте и поговорим. Такой совсем маленький, но при этом функциональный разъем позволит нам расширить количество входных каналов до 10 штук. Естественно, что для записи 10 каналов одновременно вам понадобится приобрести внешний предусилитель с оптическим выходом. Это могут быть родные ASP800 и ASP880 от Audient, которые при желании можно заменить на более бюджетный аналог вроде Behringer ADA8200. Для сегодняшнего ролика мы взяли сразу 3 внешних прибора. Это 2 преампа родных от Audient 800 серии и преамп от Behringer ADA8200, на примере которого давайте и рассмотрим подключение по цифре. Естественно, что для начала требуется подключить оптический провод ко входу карты и другим концом к выходу преампа. К слову, такой провод можно без особого труда найти в абсолютно любом сетевом магазине примерно за 700 рублей. Соединили все проводом, включаем 2 прибора и смотрим, что же у нас творится в контрольной панели. Ну, что-то мы, друзья, завизжали слишком вперед. Для начала давайте установим драйвер на компьютер, подключим звуковую карту, разберемся с роутингом, опять же с драйверами и рассмотрим задержку в реальном времени.
Для работы с сегодняшним аудиоинтерфейсом нам необходимо для начала зайти на сайт Audient, выбрать нужный нам продукт и скачать к нему драйвер. Далее перезагружаем компьютер, открываем вашу DAW и можем писать. Как вы видите, волновая форма у нас идет, а это значит, что мы сейчас можем слышать работу непосредственно самой карты. Используем мы ее, кстати, в связке с микрофоном T2. Давайте посмотрим на сам драйвер. Вот такое его название нам выдает программа. К контрольной панели мы вернемся немножечко попозже. Давайте рассмотрим роутинг. Вот здесь он у нас находится. Мы сейчас пишем через цифру, об этом чуть-чуть попозже. Входы просто можем назначать дополнительные стереолинеечки и, допустим, вывести сюда все 8 дополнительных цифровых входов, если вам это, конечно, нужно. Выходы, опять же, можно назначить еще выходы, если вам это необходимо для работы. А теперь давайте мы остановим запись, потому что она будет все время прерываться, это будет некрасиво. И я попеременно пощелкаю различную задержку, и мы посмотрим на время, которое нам будет выдавать программа. А теперь перейдем к самому интересному — контрольной панели. Ну что, друзья, у нас здесь наблюдается очень интересная картина. Мы что-то слышим, что-то к нам приходит, звуковую карту, мы видим даже выходную индикацию, но на вход ничего не поступает. Как же так? Ладно, я не буду растягивать этот момент, просто открою вот эту вкладочку, и мы с вами видим цифровые каналы, которые к нам приходят. Это сигнализирует о том, что в этом тесте мы используем внешний преамп от Behringer, чтобы продемонстрировать вам оптический вход сегодняшней звуковой карты. Кстати, вообще сама панель, она выполнена в виде такого микшера. Вот, очень приближенный интерфейс, тут даже можно менять название подписям, это очень весело. Вот. Давайте пройдемся по управлению входными линейками. Здесь есть усиление на 10 дБ, кстати, которое мы сейчас используем, смена полярности, посыл на мониторную Q-шину, панорама. Кстати, можно объединять в стерео два следующих друг за другом канала. Мьют, соло и выходное усиление. Входное усиление у нас регулируется на самой карте, ну или на преампе, как в нашем случае. Так. Здесь можно вот так, закрыть, чтобы нам ничего не мешало, и перейти далее. Далее у нас выходные 4 канала. Почему 4? Потому что они на самом деле вот такие. Их можно объединить в стерео. Тут также есть кьюшки, тут также панорама, мьют и соло, и усиление, естественно, выходное. Вот. По поводу управления всем этим делом, тут есть выбор sample rate. Вы видите, вот, задержку мы вам уже показывали. Здесь же у нас индикация, вот такая системная кнопка, которая нам позволяет выбрать тип цифрового подключения. Это может быть либо ADAT, либо SPDIF. Это задержка, точнее не задержка, а синхронизация, прошу прощения. Это выбор микрофона на TalkBack, выбор канала, который у нас будет задействован в проверке моносовместимости, выбор роутинга, такой своеобразный выходной роутинг, а также сохранение и загрузка ваших накрученных в этой панели параметров. Вот. Здесь у нас, как я уже показывал, да, есть такие кнопочки, которыми очень удобно делать поменьше или побольше, как раз таки, чтобы ориентироваться в этом всем пространстве. Здесь у нас усиление, кстати, его можно регулировать как здесь, так и с помощью курбеля на карточке, что тоже довольно интересно.
Управление мастером, токбэк, поворот фазы. Кстати, здесь есть управление как раз-таки той самой программируемой кнопкой ID. Scroll Control, моно со сменой полярности, небольшое послабление, а также функция токбэка можно запрограммировать на эту кнопку. Ну вот, как-то так все это дело и работает. Многие люди интересовались, как же обстоят дела с записью электрогитары в линию ID14. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте возьмем гитару, воткнемся в линию и что-нибудь запишем в условиях, приближенным к домашним. А теперь время настоящих тестов, друзья. Давайте задействуем сразу два канала на ID14 и что-нибудь с вами запишем. Лица не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, оставляю за собой там. Со стороны раны не зажили, долго кружили вдох, снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. Подводя итоги, сегодня у нас на столе побывал вот такой очень интересный гость. Обладая начинкой прямиком со студийных консолей Audient, этот аудиоинтерфейс имеет миниатюрный корпус, который можно не только удобно расположить на столе, но и взять с собой в дорогу. Самое интересное — это, конечно же, возможность расширения физических входов до 10 за счет цифрового интерфейса. Несколько полезных функций вроде Scroll Lock, а также приятная и удобная контрольная панель, да и вообще дружелюбный интерфейс в целом. Ну что, друзья, а на сегодня все. Я, как всегда, прощаюсь с вами и прошу оставить комментарий по поводу сегодняшнего аудиоинтерфейса. Как он вам вообще? Лайк, подписка, следите за обновлениями. Впереди много нового и интересного, конечно же, музыкального. Всем пока. Не, как-то все слишком. Как-то надо как-то быстрее. Birds like now, you know how I feel. Рано, Вась. Что ты говоришь? Готовы? Да. Я не знаю. Микрофон не криво? Birds. Что ты говоришь? Не, микрофон не криво стоит? Серег, микрофон. Это все. Ага. Так.